Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и хотел я обсудить премиум пак с Арнольдом. Много вопросов, брать, не брать, Морж, как считаешь, поэтому выскажу свою мысль, вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, в общем, как обычно, ребят, это мой канал, и я высказываю свое мнение, даже если оно кому-то не нравится. Значит, нам почти на всех сайтах сейчас до сих пор висит неправильная прокачка Арнольда, на PESMaster, слава богу, можно выставить правильное количество уровней, правильное количество очков, собственно, раскидать. Вот так вот будет выглядеть его карточка на максимальной прокачке, рейтинг 96, сами понимаете, если будет сыгранность команды соточка, то скорее всего он будет 99 на правом защитнике, но если, конечно, вы его будете прокачивать вот так. Выделяем по стилям команды, лучше всего он подходит для быстрой контратаки, здесь один стат всего нужно будет вкинуть, в принципе лонгбол и по всему полю тоже один стат, тут даже больше чем 90 будет, но контролить длинный пас все-таки придется вкидывать 2. Но глядя на вот эти статы, хочу у вас спросить, как вы считаете, какая позиция для него все-таки лучше? Вот пока можете написать это в комментариях, но я продолжу. И я думаю, вот здесь картиночка справа же? Справа. Ну, слева, да, слева подсказывает, какую позицию лучше всего ему занимать. К сожалению, она у него не основная, и тут хочется сказать Konami, неужели было трудно сделать ему основной позицию правый полузащитник? Хотя, если бы она была основная, я думаю, тут рейтинг был бы 98-99, в принципе, на стандарте. Объясню почему. Вот есть у нас иконик карточка Бекхэма, да, она стала легендарной, с вот этим фиолетовым сиянием. Если вы сравните статы, Арнольд сильнее во всем. Это вот просто чистейший правый полузащитник. И у него даже стиль специалист по навесам, такой, как и у Бекхэма, в принципе. Да, меня удивляет, что здесь не 10 навыков, очень удивляет, но при этом у него есть низкий пас навесом, точность подач, пас на ход, пас в разрез, пас в касание, вот четкий правый полузащитник, который будет подыгрывать. Ну и стат пас навесом 93 нам как бы на это намекает. При этом он обладает классной силой удара 92, да, в дриблинг не особо хорошо, но при этом скорость и ускорение вполне себе. Вот посмотрите карточку Бэтмена, Бекхэма, конечно же, кстати, карточку Бэтмена тоже можете посмотреть, если у вас есть. Тот телега полная, тот не бежит совсем. Этот будет бежать, при этом у него крутейшая выносливость, да, отсутствующий корпус, но и при этом он будет хоть чуть-чуть помогать в защиту. Карточка хороша, она всего лишь на единичку лучше, чем обычная, но, во-первых, у нас это легенда, то есть всегда рейтинг Б, а значит никогда плохих стрелок не будет. Брать или не брать, конечно, каждый решает из вас сам. Я вот считаю, что за 1500 стоит брать. Я абсолютно не пожалел, что я за 2000 взял Месси и за 2000 взял Неймара. Так что если решишь брать, если ты из России, нужно с российской карточки задонатить, как обычно, личка в Телеграме, ссылки в описании, в закрепленном комментарии, там же мой обычный Телеграм, где я публикую новости по стандарту, ребята. Но давайте переходить, кроме него, кто у нас еще здесь будет, так сказать, в нагрузку и насколько эти карточки лучше, чем обычные. Первый у нас центральный защитник Чалабан. Надеюсь, я правильно читаю его имя и фамилию, ну точнее, как его зовут, я вообще не знаю. Читаю только фамилию. Значит, отличный рост, и посмотрите, его премиумная карточка, да, из этого пака получает, в принципе, очень классные апы. Но, к сожалению, не в тех статах, которые ему нужны. Тут у нас пас низом, пас навесом, реализация, контроль мяча, скорость дриблинга, ага, для центрального защитника. Выносливость, да, хорошо, это, допустим, плюс защитнику это нужно, остальное все как бы плюсы есть, ну да, скорость и ускорение тоже, пожалуй, выделю, это полезные плюсы, 4 и 3. Будет он на 2 больше общего рейтинга, чем обычная карточка. И, в принципе, здесь ап ощущается. Выносливость центральному защитнику нужна, скорость ускорения нужны, поэтому все, в принципе, неплохо. Далее Пикфорд, получает он плюс 3 по сравнению с обычной карточкой. И здесь, да, опять же, ап ненужных ему статов, типа контроля мяча, скорости, удержания, бла-бла-бла, все дела. Вот. Но при этом он хотя бы здесь получает достаточно хороший ап к вратарским статам. То есть здесь 1, 2, 2, 5... 2. Вполне себе неплохо. При этом получает немножечко и минуса. Минус 2 он получает к прыгучести, что для вратаря тоже важно. В целом карточка лучше, чем обычная. И если вы собираете Эвертон, да, если я не ошибаюсь же, это Эвертон, то он пригодится. Дальше у нас Хендерсон. Здесь у нас абсолютные плюсы у карточки из пака Арнольда. Да, понемножечку. Тут везде практически по единичке, но разве что по снизам плюс 4. Вот. Тем не менее, лучше, чем обычная. Конечно, стоит отметить, что он плюс 11 получает к быстрой контратаке. Играете быструю контратаку, этот Хендерсон будет лучше.
Дальше Абрахам. Здесь почему-то его обычная карточка вообще не загрузилась, вот, но я вот тоже, получает он плюсы практически во всем, немножко теряет в силе удара, выносливости, в подкрутке и скорости, в принципе, важные для центрального нападающего навыки, но при этом получает плюсы к умению атаковать, контроль, скорость дриблинга и удержания, в принципе, нужны всем, вот, пас низом, пас навесом, ну, у него были говно и остались говном, плюс 3 к игре головой важно для центрального нападающего, плюс к ускорению, плюс к прыгучести, плюс к устойчивости при толчках, оно же корпус. Короче, здесь, да, хорошие апы, вполне себе пойдет, карточка получше. Я, в принципе, кстати, обратил внимание на Абрахама, он мне в общем-то, всегда я ему симпатизировал, и я хочу эту карточку попробовать вот в игре. То есть вот смотришь на статы, в принципе, достаточно вкусно выглядит. Далее Жота, представитель Ливерпуля, получает он +1 по общему рейтингу, но при этом достаточно много всяких плюшек. Теряет он в балансе, для центрального нападающего важно, теряет он в выносливости, также важно, сила удара, ускорение, скорость важно. То есть вот где 5 минусов он получает, все 5 эти статов важны для центрального нападающего. Ну, спасибо, хоть вратарские навыки ему не закинули, зато закинули умение защищаться, вовлеченность в защиту, ага, спасибо, Konami называется. Ладно, в целом, контроль плюс, скорость дриблинга плюс, удержание плюс, пас низом, пас навесом тоже у него говно, конечно, но плюсы, плюс 4 реализации важно для центрального, плюс игра головой, подкрутка хорошо, допустим, ну, в целом я бы поставил эти карточки примерно на равные. Он теряет 5 статов, которые важны для центрального нападающего, а приобретает, ну, далеко не все важные статы, поэтому эти карточки я бы сказал, что они равноценны. Робертсон, левый защитник, 94 обычная, 95 новенькая. Теряет он в ускорении, теряет он немножечко в балансе и в умении атаковать. Ага, левый защитник, умение атаковать. Ну да, хорошо. Здесь, конечно, карточка из пака Арнольда предпочтительнее. Везде, как видите, он получает плюсы, а главное, получает в основном то, что он должен делать. Плюсы в защиту. Тут и умение защищаться, и вовлеченность, и подкат, и агрессия, еще и выносливость аж до 99 у него поднимается. Короче, бегать будет как не в себя. Каждая девушка мечтает о парне с выносливостью 99, я вам говорю. Салах, 97 максимальный рейтинг, плюс 3 он получает к балансу, но плюс 2 получает к пасу низом и пасу навесом. Минус 2, точнее говоря. И ты сидишь, смотришь такой, ну типа у него пас низом и пас навесом и так не особо хорошо. Но вы забрали у него 4 стата, а дали вы плюс 3. Ну, как-то маловато. Опять же, сказал бы, что эти карточки равноценны. Здесь, конечно, выручает то, что Салах стоит 1 100 000. Не все его могут купить, те, кто начал относительно недавно, у кого нет дохренища ГП. И поэтому эта карточка может быть интересна. Далее, Харри Кейн, он же Ураган. 95 обычный рейтинг, 95 рейтинг из пака с Арнольдом. Минусы он получает в ускорении, в балансе и в умении атаковать. Опять все 3 важных для центрального нападающего навыка. Но получает плюс 4, допустим, к игре головой. То есть на него можно хорошо вешать. Выносливость, устойчивость, прыгучесть, сила удара. Тоже, в общем-то, важные. Тут везде плюс единички. Не знаю, почему центральным нападающим Konami так минусуют именно важные статы. Тоже карточки, я бы поставил их на 1 уровень, если бы не одно но. У него аж плюс 32 к быстрой контратаке. То есть это аж 3 стата, которые нужно вкинуть в эту сыгранность. Поэтому, если играете быструю контратаку и Кейн вам нужен, тут все-таки его карточка из пака с Арнольдом поинтереснее. Ну и последний, Ван Дейк, стоит он 490 000, почти полляма. Тут он получает всего 2 плюса в пасе низом и в подкрутке. Ну, если пас низом центральному защитнику еще хоть как-то, то подкрутка, ну, извините меня, по стилям все здесь абсолютно то же самое. В целом, как мне кажется, за 1500 пак очень даже годный. Во-первых, сам Александр Арнольд, во-вторых, собираете Челси, Чалабан вполне себе пойдет, Пикфорд вполне себе пойдет, Хендерсон здесь вообще одни плюсы, Абрахам просто интересная карточка, как мне кажется, Жота в принципе нормально, Робертсон очень даже неплохо, плюсы там где надо, Салах то же самое, Кейн в принципе, ну, то же самое относительно, разве что, если вы играете быструю контру, будет карточка из пака с Арнольдом лучше. Ну и Ван Дейк, ну, 2 плюса, но 2 плюса, так сказать, немножко не в то отверстие. Брать или не брать, решаете вы. Я считаю, что себе я его возьму. Мне кажется, 1500 золота он стоит. Надеюсь, вам полезна была эта информация с моим разбором. Пишите в комментариях, будешь брать, не будешь брать, считаешь ли ты вообще, что есть смысл брать такие карточки. С удовольствием все это дело почитаю, постараюсь вам поотвечать. Нужно задонатить, личка в Телеграме, нужны новости, просто Телеграм. Все по стандарту. Спасибо, что слушали, ребят. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.